Боль в плече может показаться незначительной, и часто мы недооцениваем эти сигналы нашего организма. Когда вдруг привычные движения становятся болезненными, это может быть лишь началом серьезных проблем. Плечевой сустав – один из самых сложных в нашем организме. И если вовремя не разобраться в причинах боли, последствия могут быть необратимыми. Я доктор Лобашов, и в этом видео мы не только разберем самые распространенные причины боли в плече, но и в конце видео я разберу упражнения, которые помогут облегчить боль. Но чтобы они работали, важно вначале понять, откуда эта боль берется. Боли в плече условно можно разделить те, которые возникают в передней части плеча, то есть вот здесь вот, и которые возникают в задней части плеча. Они абсолютно разные, могут сочетаться при разных причинах. Однако для меня это важный признак того, что если боль, например, располагается спереди, либо боль при поднятии руки вот в этом диапазоне, это может явиться признаком так называемого импичмент-синдрома, то есть вследствие повреждения связки или возрастных изменений, так называемом артрозе, происходит костное разрастание и образование шипа на акромиальном конце лопатки. И при поднятии руки наверх происходит повреждение структур двуглавой мышцы, надошной мышцы, которые вызывают боли. Это может происходить, если вы работаете руками кверху, если вы спите на вытянутой руке или носите тяжелые сумки. Красными флагами являются хронические нарастающие боли. В этой ситуации может происходить повреждение надосной мышцы, она полностью отсекается от своего места и появляются уже боли по задней поверхности плеча, то есть мышца, когда отсоединяется от своего места крепления, то есть рвется сухожилие, оно уже сдавливает нерв. И появляются так называемые ночные боли или боли в покое в заднем отделе. Как раз вот боли в заднем отделе – это признак артроза или уже далеко зашедших изменений. Много пациентов старой такой категории, свыше 50-60 лет, которые привыкли всю жизнь терпеть и испытывать тяготы жизни, вовремя не обращаются. В этой ситуации я хочу предупредить, что будет происходить дальше. Сухожилия между двумя костями нету, головка плеча трется кость об кость, вот это вот нарост, и ускоряется артроз, потому что теряется хрящ. Этот процесс может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. И когда появляется ограничение и уже невыносимые боли движений, как правило, лечение уже проблематично, затруднительно, и врачам ничего не остается, кроме как предложить эндопротезирование плечевого сустава. Эта операция проводится редко, она дорогостоящая, может составлять до 500 тысяч рублей и выполняется не так регулярно, как делают коленные эндопротезы. Соответственно, чтобы не доводить до этого момента, рекомендовано, безусловно, обследоваться и приходить, как только у вас вы почувствовали, что несколько недель боли не проходят. Давайте перейдем к упражнениям. И перед упражнениями я хочу сказать, что все упражнения должны располагаться ниже вот этого диапазона, потому что как раз-таки в связи с риском сдавления сухожилия при импичмент-синдроме может возникнуть травма. Не выполняйте упражнения или ограничьте выполнение упражнений, если у вас красное и горячее плечо. Также я советую не делать эти упражнения. Если у вас недавно была травма плечевого сустава или вывих плеча, и если у вас выраженный болевой синдром, уменьшите интенсивность и объем выполняемых упражнений. Каждое упражнение следует выполнять по 15 повторений, и где-то каждое упражнение должно занимать 15 секунд. Делать можно их в 2-3 подхода. Не обязательно делать их подряд, можно делать утром и вечером. Итак, перейдем к первому упражнению. Можно все упражнения, которые сегодня покажу, делать с резинкой, но я взял швабру, потому что швабра наверняка есть у каждого, а резинку нужно будет приобрести. Итак, здоровой рукой вы толкаете больную руку к наружу, а вот эта вот больная рука, предположим, левая, она пытается толкнуть здоровую руку туда. Итак, мы давим вот этой рукой к наружу, а вот этой рукой вот аккуратненько двигаем нашу швабру внутри. При выполнении данного упражнения напрягается сухожилие подлопаточной мышцы, вот здесь вот. Дальше толкаем швабру к наружу, а вот этой рукой больной стараемся на себя взять. Итак, пошли аккуратненько и контролируем свое сопротивление до комфортного напряжения. Упражнение длится 5-10 секунд, то есть здесь не надо сильно перенапрягаться, то есть здесь вы тренируете наружные ротаторы плеча, то есть задняя группа мышц. То есть тренировка этих мышц, оно стабилизирует плечо и уменьшает болевой синдром.
Следующее упражнение, это мы берем на комфортном расстоянии, в зависимости от гибкости, ставим ровно над головой швабру и опускаем ее за спину таким образом, что у нас сводятся лопатки. Зафиксировали 3 секунды, поднимаем, подняли, зафиксировали и поднимаем. Лопатки очень важно, и локти как можно ближе поставить к туловищу, то есть не надо вперед наклоняться, то есть надо максимально выпрямиться и стараться, чтобы туловище, плечо и голова также были на одном месте. Вот сбоку посмотрите, как это выглядит. То есть взяли, сопоставили, не надо отворачивать, то есть вот так вот. И на одной линии, как будто бы вы зажаты между двумя стенами в маленьком промежутке. При выполнении этого упражнения вы должны почувствовать напряжение задней части спины, включается так называемые ромбовидные мышцы, позвоночник должен выпрямляться, и вы должны почувствовать комфортное улучшение боли. И заключительное упражнение, оно рекомендовано людям, у которых есть ограничение движения в плече. Я разберу на примере левого плеча, то есть плечо не поднимается выше этого уровня. И, как правило, как я вам говорю, то есть до этого диапазона, да, где-то 120 градусов, плечо можно безопасно поднимать. Для этого вы берете швабру, заводите за спину и здоровой рукой стараетесь поднять плечо до комфортного диапазона. То есть здесь вы ничего не напрягаете, стараетесь вот эту вот руку максимально расслабить. И в принципе можно даже дойти до максимального диапазона движения, до 180 градусов, до полного подъема руки. Просто при этом надо максимально расслабить. Это нужно при таких заболеваниях, как разрыв ротационной манжеты, восстановление после операции, подготовка к операции, или при синдроме замороженного плеча, когда вследствие гормональных изменений происходит ограничение движений. Данные упражнения, они помогут вам укрепить мышцы, улучшить ваше общее состояние и разработать плечевой сустав в случае ограничения движений.